Здравствуйте, дорогие мои друзья! Меня зовут Анна Аксенова, я основательница гедонистической школы, автор гедонистической методологии, гедонистической алхимии. Уже запутываюсь. Психолог, сексолог, психолог семейных отношений. Влюбленная в жизнь, влюбленная в мир, в искусство. И сейчас поговорим о 4 видах взаимоотношений с Богом по вайшнавской традиции. Это кришнаитская традиция, для тех, кто не понимает, о чем речь. Сейчас я сяду поудобнее. Итак, вайшнавы считают, что есть 4 вида взаимоотношений с Богом. Это взаимоотношения как с родителем, взаимоотношения как с учителем, как с другом и как с супругом, любовные взаимоотношения. И в большинстве случаев, сколько я их не смотрела, не слушала, они, конечно, интерпретируют это с точки зрения служения, не затрагивая аспект вот этой интимной любви, как между возлюбленными, как между любовниками, обожающими друг друга и желающими познать друг друга до последней капли. Потому что традиция вайшнавская, она как-то сторонится немножечко чувственности из того, что я успела заметить. Пожалуйста, вы можете оспорить меня. Можете написать в комментариях, кстати, может быть, я действительно не права, и мне так показалось. И вместе с этим я могу и хочу внести свою лепту и рассказать о своем видении, исходя из своего опыта, о своем переживании вот этих взаимоотношений с Богом, как с супругом, как с возлюбленным, как с любовником. Это невероятно, на самом деле, действительно глубокое понимание отношений с Богом. И в этих отношениях есть не только служение друг другу, когда ты служишь Богу как своему супругу, как своему возлюбленному, но и когда ты обожаешь его, и он обожает тебя, то есть ты дающая и принимающая его обожание и любовь. И это для меня, как для психолога, тоже очень важный аспект, потому что очень часто со своими клиентами и клиентками мы натыкались на то, что нет источника этой любви, нет ощущения обожания себя, и мы раскапывали его прям действительно разными способами, пытались ощутить это прикосновение этой нежности, глубинной любви, которая исходит и из нас, и одновременно она проецируется вовне. Так вот, эта самая любовь, как возлюбленного, как твоего любовника к тебе, она обожающая, всепоглощающая и имеет в том числе вот эту сексуальную нотку, сексуальную обязательно. И именно на основе того, что вот эти взаимоотношения с Богом, с великим, с архетипом, великим, с анимусом, как его отражением в вашей психике, он в анимусе может отражаться. Так вот, эти взаимоотношения с ним тонки, чутки и чувственны сексуально и пробуждают ту самую энергию кундалини, которая, как вы уже понимаете, имеет, конечно, окраску в том числе сексуальную. Именно поскольку происходит именно так, есть ритуал майдхуна у тантриков с использованием сексуального соития, например. Вообще вот весь этот тантрический секс появился и работа с сексуальной энергией именно по причине того, что это действует так. Когда мы добираемся до наивысшей, самой развитой точки взаимоотношений с Богом, любовных взаимоотношений с Богом, как со своим возлюбленным, мы понимаем, что его любовь имеет не только оттенки отеческой любви, как у большинства христиан, между прочим, христиане очень небесный, вот он для них как отец. Есть те, для кого как друг, есть те, для кого как учитель. В моем видении есть точка ваших взаимоотношений, где вы как возлюбленные. И Что-то я уже мысль теряю, нить потеряла, куда я там вела. Короче говоря,
На основании того, что этот наивысший вид взаимоотношений имеет место, и его использует тантра, потому что он дает возможность пробуждать ту самую глубинную сексуальную энергию, которая пробуждает и преображает самого адепта, самого человека. Вот поэтому мы с вами много говорим о любви Бога. Вообще о любви Бога, конечно, Бог есть любовь, это абсолютно точно. Какая любовь, с какими оттенками она для вас? Можете написать мне в комментарии, как по-вашему для вас Бог это Отец? Или это вот то какой-то грозный учитель сверху? Или может быть, это все-таки возлюбленный и возлюбленная, которые дарят вам вдохновение, и чье нежное, любовное прикосновение вы ощущаете где-то внутри себя, и переживая его, жизнь ваша, неважно какими событиями она наполнена, но вот эта жизнь имеет такой восхитительный привкус, восхитительный вкус, благодаря которому ты понимаешь ее ценность в любых условиях, в любых обстоятельствах, в которых бы вы не находились, что-то изговариваться начал. В общем, поделитесь своими размышлениями на эту тему. Кстати, у меня там для женщин бесплатный интенсив, двухдневный, потом еще будет записываться еще один день. Можете пройти, это интересно. Там, кстати, немножечко обо мне, о моем личном опыте. Все, пока.